Фонтаны на даче. Оригинальные варианты своими руками. Дачный фонтан – эффективный способ оживить искусственный водоем. Кроме того, красота переливающихся, сверкающих на солнце струй помогает отвлечься от повседневных забот, а прохлада, возникающая от мельчайших брызг, освежает в жару. Когда-то строительство фонтана считалось несбыточной мечтой, а сегодня его можно легко собрать из готовых деталей. Несколько часов работы, и перед вами лучшие украшения загородного участка или дома. Виды фонтанов. Не будем вдаваться в технические подробности, а просто разделим все сооружения на две категории – комнатные и уличные. К первому виду относятся декоративные предметы, служащие для украшения определенной комнаты. Это может быть гостиная, рабочий кабинет, зимний сад, столовая. Чаще всего комнатный фонтан выполнен в виде скульптурной группы, состоящей из животных или растений. Тонкая струйка воды поднимается на небольшое расстояние вверх или наоборот, низвергается вниз, образуя мини-водопад. Тихое журчание, которое издает вода, производит успокаивающий эффект. Поэтому часто комнатные фонтаны располагают в местах для медитации и релаксации. Второй вид фонтанов устанавливают на прудах, в бассейнах. Иногда создают оригинальные композиции с водопадом, подсветкой и даже музыкой. Основанием служит мраморное, металлическое или пластиковое сооружение, оснащенное специальными насадками, от которых зависит форма водного рисунка. Фонтан на даче – стилевое соответствие. При выборе места сомнений не возникает, годится любой естественный или самодельный водоем. Если его нет, можно построить небольшой пруд специально для фонтана, декорировав его в природном стиле или создав напротив облагороженный мрамором, природным камнем или облицовочной плиткой сооружение. Как может выглядеть фонтан, если рассматривать его с точки зрения основного стиля приусадебного участка? Классика. Статуя или рельефное сооружение с минимумом украшений. Деревенский стиль. Мельница, колодец, жанровая деревянная скульптура. Природный стиль. Фонтан, бьющий из разбитого кувшина, из-под камня или прямо из воды и так далее. Проще всего установить устройство для разбрызгивания в специально подготовленный пруд. При этом размер водоема не имеет значения. Одно из условий – водяные струи не должны выходить за границы пруда. Еще на этапе проектирования водоема следует позаботиться о системе перелива, рассчитать необходимый размер глубины и ширины, заняться подготовкой места для насоса. Идеальный вариант выглядит так, что все технические нюансы остаются незамеченными, а видимая сторона – лишь интересная композиция из великолепных водных струй. Строим дачный фонтан – простая конструкция для самостоятельной установки. Рассмотрим основные этапы сооружения фонтана, которые традиционно начинаются с планирования и заканчиваются декорирующими штрихами. Подготовка материальной базы. Некоторые части лучше приобрести в готовом виде, другие можно соорудить своими руками. Если место для водоема выбрано, следует подготовить основные составляющие. Резервуар для воды необходим для создания искусственного водоема. При наличии естественного пруда не требуется. Основание фонтана. Продумать, есть ли необходимость в декоративном оформлении. Комплект насадок. Для небольшого пруда подойдут пластиковые. Для роскошного многоярусного сооружения лучше приобрести стальные детали. Насос. Оптимальный вариант – центробежная модель, обладающая достаточной мощностью, одновременно экономичная с точки зрения расхода электроэнергии. Также потребуются материалы для обустройства пруда, пленка для герметизации, бетонная подставка для оборудования. Строительство котлована и устройство канализационных стоков. Конечно, хочется расположить будущий водоем в определенном месте, на центральной площадке перед домом, возле цветника
или напротив, в глубине сада. В любом случае, не забывайте про коммуникации, электропроводку и водопровод. Без них фонтан не сможет функционировать. Чем ближе к источникам питания находится сооружение, тем легче проложить кабеля и трубы. Устройство канализационного стока считается малопродуктивным. Гораздо эффективнее внедрить систему рециркуляции повторного применения уже использованной воды. Котлован обустраивается по традиционной схеме: песчаная дренажная подушка, укрепление стенок с применением армирования и дополнительного крепежа, укладывание слоя гидроизоляции, соединение с канализационным стоком при необходимости. Чтобы не было заметно рабочих моментов, бортики водоема маскируют под декором из натурального камня, плитки, дикорастущих растений, скульптурных композиций. Установка насоса и основания фонтана. Способ монтажа зависит от художественной задачи. Если водные струи должны быть мощными и разнообразными, оптимальный вариант – надводная установка. Под водой монтируются насосы в том случае, если необходимы тонкие, более естественные струи. Подобное устройство актуально для природных водоемов, чтобы сымитировать бьющийся со дна родник или гейзер. Электропроводка требует особенной защиты. Вода замечательно проводит электричество, поэтому без качественной гидроизоляции водоем становится опасным. Лучшее место для сильного большого фонтана, бьющего в разные стороны центра водоема. В идеале струи не должны попадать на бортики и окружающий грунт. Если фонтан слабый, то его можно расположить в любой части пруда. Иногда сооружают композиции из нескольких одинаковых устройств, располагая их вдоль линии бассейна или по периметру. Заключительный штрих – декорирование фонтана. Перед владельцами загородных угодий встает дилемма – купить готовый декор или создать его своими руками. Безусловно, готовые изделия, особенно дорогие и изготовленные из качественного материала, способны служить долго. К тому же выглядят они безупречно, как будто сошли с картинок глянцевых журналов. Это может быть изящная статуя в древнегреческом стиле, выполненная из светлого мрамора, или красивое кованое сооружение под бронзу. Соответственно, устанавливаются они в большом, выложенном керамическом плиткой резервуаре. Но настоящую оригинальность создают изделия, сделанные собственноручно. К тому же они вполне уместны в небольших прудах, устроенных своими руками. Самобытные украшения не такие помпезные, зато эксклюзивные и отражают интересы своих хозяев. Чего стоит фонтан из направленных в разные стороны струй, в зарослях водных растений или полупрозрачный воздушный купол в центре сложной композиции из камней и гальки. По краям фонтана можно расставить фигурки, сделанные из глины, дерева или бетона, раскрашенные в яркие цвета. Идеальным декором для любого водоема являются водные насаждения. Это и глубоководные растения, рдест, кувшинка, и любителям мелководья частуха, стрелолист, калужница и небольшие группы зарослей вдоль берега, чистяк, осока и рис. Нередко золотые руки хозяев водоема способны создать настоящее произведение искусства. Разрушенный пиратский корабль, с бьющей из палубной трещины струей воды, или копия водопада Виктория в миниатюре. Фантазия авторов разрушает стандарты, превращая обычный фонтан в живописную композицию. Фонтан для дома – компактный вариант. Маленький компактный фонтан украсит практически любой интерьер. Оказывается, мини-модель можно собрать самостоятельно, имея под рукой нехитрый набор материала. Нам потребуется подставка или резервуар для фонтана. Помпа, подойдет аквариумная модель. Красивая раковина небольшого размера. Аквариумный шланг 10 см. Декор для оформления. Мелкие ракушки, керамзит, разноцветный грунт, клей. В качестве емкости выступит любой сосуд, подходящий с художественной точки зрения. Это может быть старинный кувшин с широким горлышком
цветочное кашпо или глиняное блюдо. Подойдут и более оригинальные предметы. Старый башмак с вставленной внутрь пластиковой емкостью или цветочный горшок в соломенной оплетке. Наконечник с разбрызгивателя помпы необходимо удалить, чтобы создать небольшой напор воды. Слабая струйка должна слегка подниматься над поверхностью воды, не создавая волн или брызг. Инструкция по сборке. Подготовленный отрезок шланга аккуратно соединяем с наконечником помпы и помещаем полученное устройство на дно резервуара, так чтобы шланг смотрел вверх. Насыпаем в емкость керамзит, полностью закрывая помпу. Поверхность разравниваем, изолируем слой керамзита пленкой, оставляя небольшое отверстие для шланга. На пленке создаем красивый рисунок из декоративного грунта. Устанавливаем подставку для шланга, морскую раковину с просверленным предварительно отверстием. Продеваем шланг в отверстие, длина наружной части примерно 1 см. Украшаем периметр емкости ракушками, разноцветными камнями, бусинами, цветным стеклом. Заливаем воду. Компактный фонтан готов. Как видите, создать мощный уличный фонтан или небольшой фонтанчик для комнаты совсем не сложно. Главное – уловить идеи, подсказанные собственной фантазией, и воплотить их в реальность.